Кетчуп вообще без помидоров? Звучит как какая-то кулинарная шутка, да? Но давайте посмотрим правде в глаза. Основа этого фантастического соуса — барабанная дробь. Наши любимые садовые кабачки. Нам понадобится ровно 1,5 килограмма кабачков и полкилограмма лука. Кабачки нарезаем кубиками, а лук просто полукольцами. И тут есть классный нюанс. Мельчить лук абсолютно не нужно. Чуть позже станет понятно, почему мы можем позволить себе такую ленивую нарезку. К этой овощной горе добавляем 2 столовые ложки соли и 200 граммов сахара. Вот эти пропорции — это золотой стандарт для идеального баланса, который заложит основу вкуса. Теперь суперважный момент. Мы не бросаем все это дело сразу на плиту. Нет-нет. Сначала все хорошенько перемешиваем, накрываем крышкой и просто оставляем в покое. Зачем? Нам нужно, чтобы овощи пустили сок. Соль и сахар сработают как мощные магниты, вытягивая всю природную влагу. Никакой воды из-под крана мы не добавляем. Овощи будут вариться исключительно в собственном соку, что даст невероятно концентрированный вкус. И, кстати, пока они там отдыхают, есть куча времени, чтобы спокойно простерилизовать банки. А вот теперь переходим к цифрам. 1,5 часа. Как только наши кабачки с луком отдали максимум сока, ставим их на плиту. Доводим до уверенного кипения, чтобы прям хорошо булькало, и оставляем вариться ровно на 90 минут. Кажется, что долго? Возможно. Но это время абсолютно необходимо. За 1,5 часа структура овощей полностью разрушается. Они становятся такими мягкими, просто тают, а все вкусы сливаются в единую базу. Это ожидание на 100% окупится фантастической текстурой в финале. Идем дальше. Овощи проварились, теперь время ароматики. Кидаем прямо в эту кипящую красоту 3-4 лавровых листа и, если хочется, пару бутончиков гвоздики. Но, внимание, тут есть хитрый секрет. Когда масса немного покипит и снимется с огня, лаврушку и гвоздику нужно обязательно достать и выбросить. Они свою работу сделали, дальше они нам только испортят нежность текстуры. И вот только теперь в уже чистую массу отправляем целую головку чеснока, нарезанного пластинками. Он даст ту самую правильную пикантность. Ну что, пришло время узнать, почему мы не заморачивались с нарезкой лука. Время магии блендера. Всю эту горячую, ароматную кабачково-чесночную массу нужно хорошенько пробить. Наша цель — абсолютная гладкость, чтобы ни одного, даже самого крошечного комочка не осталось. Но мы еще не закончили. База готова, однако, чтобы кабачок надел костюм кетчупа, ему нужны правильные акценты. Кислота, острота и, конечно, цвет. Вливаем 100 граммов 9% уксуса, он добавит фирменную кислинку и поможет соусу долго храниться. Следом идет чайная ложка красного перца для легкого согревающего тепла. Ну и финальный штрих — томатная паста. Без нее весь наш план просто бы рассыпался. И тут давайте остановимся на томатной пасте подробнее. Нам понадобится ровно 500 граммов. Полкило. Никаких там пару ложечек для цвета. Это мощный заряд концентрированного томатного вкуса. Берем хорошую, качественную покупную пасту, и именно она совершит главное чудо — полностью замаскирует кабачок. Она подарит соусу этот глубокий, насыщенный красный цвет и тот самый классический вкус, который мы все ждем от кетчупа. Пасту, уксус и перец добавили. Теперь все это великолепие нужно очень тщательно перемешать. Цвет прямо на глазах становится просто невероятным. Снова возвращаем кастрюлю на огонь. И тут главное правило — варим ровно 10 минут, но постоянно помешиваем. Масса стала густой, тяжелой, и если зазеваться, мгновенно пригорит. Эти финальные 10 минут нужны, чтобы все вкусы окончательно подружились. Все, горячий соус можно смело разливать по тем самым чистеньким баночкам. А теперь давайте подобьем итоги нашей кулинарной математики. Из 1,5 килограммов исходных кабачков на выходе мы получаем целых 2 литра шикарного кетчупа. 2 литра чистого натурального продукта, потому что пахнет это просто сногсшибательно. А вкус? Идеальный баланс сладости, кислинки и вот этой легкой остроты. Самое забавное, что если поставить этот кетчуп на стол, никто из гостей в жизни не догадается, что главный герой здесь кабачок. Узнав, как легко сделать такой шедевр дома, захочется ли кому-то снова нести деньги в супермаркет за обычный кетчуп?